Привет, ребята! В этом выпуске я покажу вам статую, которая находится в одном древнем храме. Это гигантская статуя более 2 метров в высоту. Но видите ли вы, в чем тут проблема? Присмотритесь. Ничего не замечаете? На лице и теле статуи есть крошечные изогнутые бороздки. Посмотрите внимательно. Это не прямые линии. И это не круги. Это гладкие неглубокие кривые, которые на статую повсюду. По крайней мере, на его лице есть только одна центральная точка для этих кривых. Но посмотрите на его грудь. С левой стороны они изгибаются в одном направлении, с правой стороны они изгибаются в другом направлении. А на животе вообще другой набор изгибов. И вы можете спросить, неужели сложно сделать эти кривые? Это не сложно. Это просто невозможно, если только мы не используем компьютеризированные машины, такие как станки с ЧПУ. Позвольте мне объяснить. Чтобы вырезать или выдолбить что-либо, мне приходится использовать инструмент тверже, чем объект, который нужно обработать. Это объясняет, почему я пластиковым ножом или вилкой могу разрезать масло, но не могу разрезать металл. В этой схеме масло менее твердое, пластик твердый, а металл еще тверже. Существует шкала твердости Моасса, в которой материалы классифицируются в зависимости от их твердости. Эта статуя обезьяны сделана из гранита, который является одним из самых твердых камней, и его очень трудно долбить и резать, потому что вам нужно использовать инструмент, который тверже гранита. Так как же древние строители резали гранит? В Индии сегодня используют только металлические инструменты, более твердые, чем гранит, и даже инструменты с алмазными и победитовыми наконечниками. Но настоящая проблема заключается именно в этих кривых. Я могу использовать металлическое зубило и применять грубую силу, чтобы долбить гранит, но я могу делать только глубокие и грубые сколы. Я не могу сделать такие неглубокие плавные кривые. Это невозможно сделать вручную, используя грубую силу. Даже на токарном станке создать такое невозможно, потому что это даже не круги, поэтому вы не сможете этого добиться, даже если будете использовать вращающийся механизм. Я показывал вам круглые отметины на многих древних стоянках. Вы даже можете утверждать, что они вращали камни вручную, как гончарный круг, и каким-то образом добивались вращения с высокой скоростью. Но как объяснить эти кривые? Я говорил об этом с парой инженеров и каменщиков, и они совершенно сбиты с толку этой статуей. Один парень даже не поверил, что это древняя. Он подумал, что я вру. Но археологи подтверждают, что эта статуя древняя, и она находится в храме Кудумиан-Малай, которому не менее 1300 лет. По имеющимся сведениям, несколько династий ремонтировали этот храм, но за последние 400 лет к этому храму никто не прикасался. Таким образом, даже по самым скромным оценкам, ему должно быть не менее 400 лет, но может быть и 1300 лет. Итак, как же они сделали эти кривые? Одна из возможностей заключается в том, что они могли использовать очень передовые технологии, такие как современные станки с ЧПУ. Для нас это единственный способ сделать такое. Мы должны запрограммировать эти кривые на компьютере, и компьютер будет управлять резцами, вытачивая их. На сегодня мне больше ничего не приходит в голову. Но в Индии есть странные предания. Говорят, что древние строители умели смягчать камень. Они умели делать камень по-настоящему мягким, как масло. Вы можете спросить, как это решает проблему? Как только вы сделаете гранит мягким, как масло, вы просто возьмете простой инструмент, такой как эта вилка, и вы сможете делать эти плавные изгибы. Это очень интересная теория. Но можно ли размягчить камень? Многие люди в Индии думают, что древние люди использовали определенные травы и растения. Они измельчали их в определенной комбинации, и когда они наносили эту смесь на гранит, камень становился очень мягким и податливым, как масло. Я не думаю, что это просто миф. В этом точно есть доля правды. С одной стороны, мы можем подумать, как эти растения могут смягчить гранит.
С другой стороны, мы знаем, что растения производят различные кислоты. Да и сами растения печально известны тем, что захватывают не один или два гранитных блока. В некоторых случаях эти безобидные растения пожирают целые храмы. Я не сомневаюсь, что могут существовать природные кислоты или составы, способные размягчать камень. Но я сомневаюсь, что древние строители действительно придумали эти составы и так размягчали камень. А при дальнейшем изучении этого храма я нашел некоторые свидетельства использования этой технологии размягчения камня. Здесь вы можете увидеть, как каменный блок затвердел, капая вниз, подобно тому, как вода превращается в лед, когда капает с крыши. Но как это могло случиться с гранитом, если только гранит не был разжижен? Мне не удалось сделать более качественное изображение из-за плохого освещения, поэтому я не могу обсуждать это дальше. В других местах гранитные блоки отслаиваются, как кожура апельсина. Как это возможно? Мы точно не знаем, какие технологии использовали древние строители. Может быть, они размягчали камень, а может быть, использовали станки типа ЧПУ. Одно совершенно ясно. Это невозможно сделать, если не использовать очень передовые технологии. Ваши мысли мы, как всегда, ждем в комментариях. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.